Всем привет! Будучи одновременно парнем и напарником по тренировкам, Taekook недавно подарил нам новый, нашумевший видеоблог в блоге Ким Чангука. С самого начала было чудесно наблюдать за их совместными тренировками. Taekook был поистине привлекателен, полон энергии, сексуален и силен, что невозможно было отвести от них взгляд. Эти мускулы, эта связь, это отношения идеально воплощали то, что значит быть парой, вибрирующей в одном ритме. Даже во время обычных тренировок они не могли скрыть, как сильно любят друг друга, и это делало их еще более особенными. Любовь пронизывала каждое их движение, каждый жест, каждый взгляд. Взгляд Чангука на Тэхёна был душераздирающим, для этого не требовались слова, взгляд, полный нежности, восхищения и страсти. А когда Тэхён нежно гладил Чангука по голове или клал руку ему на плечо, мир словно останавливался на мгновение. Эти моменты передавали море эмоций, я плакала, просто думая о том, как сильно они любили и заботились друг о друге, потому что это была не любовь, показанная перед камерой, а любовь, затерянная в холоде. Карма Тэкука пришла так быстро, и этот влог – доказательство этого. Эти моменты настолько особенны именно потому, что мы не смотрим контент, созданный, смонтированный или разработанный третьей стороной. То, что мы видим, настоящее и подлинное. Тэхён и Чангук снимали свой собственный контент без какого-либо вмешательства персонала, без какого-либо руководства или указаний, как себя вести. Здесь нет никакого внешнего сценария, просто два человека, будучи самими собой и делясь своими делами, как если бы они были в реальной жизни. И эта деталь делает все возможным, она позволяет нам чувствовать себя свидетелями уникальных, интимных и глубоко искренних моментов. Однако в этом влоге мы видим, как Тэхён снимает мимолетные моменты Чангука, а Чангук берет камеру, чтобы запечатлеть Тэхёна во время репетиции. Этот простой акт смены ролей между снимающим и снимаемым становится метафорой настоящей любви, отдавать и получать, быть друг с другом, и всегда быть рядом. Это не отшлифованное видео или спланированный монтаж, это любовь без прикрас, любовь без взглядов съемочной группы, любовь, где существуют только Тэхён и Чангук, понимающие друг друга на своем собственном тайном языке. Это чистая любовь, отраженная в улыбках, в жестах связи, в общем молчании и в уверенности, что они всегда будут рядом. И, возможно, в этом и заключается истинная магия этого видеоблога. Он показывает нам, что для настоящей любви не нужна грандиозная сцена, ведь достаточно двух взглядов друг на друга, как они это делают, чтобы весь мир сдался. Тэхён активен на Уиверс и очень любезно отвечает на комментарии, но самое удивительное, что он снова решил ответить Taekook. Можете ли вы представить себе этот жест? Это не простая деталь или совпадение. Это еще одно подтверждение особой связи, которую они всегда демонстрировали. Каждый раз, когда это происходит, это не только трогает нас, это также напоминает нам об очевидном. Тэхён и Чангук – два человека, которые постоянно ясно демонстрируют свою любовь, единство, которое просвечивает в каждом взаимодействии и служит молчаливым, но убедительным доказательством перед лицом тех, кто пытается отрицать то, что мы все видим. Самое интересное, что пока мы, тхэкуки, празднуем эти знаки, джикуки снова обманываются собственными абсурдными фантазиями. Раз за разом. Реальность противоречит им. Тхэкуки каждым жестом доказывают, что их любовь не иллюзия, это сильная и искренняя любовь, которая всегда присутствует в их умах и сердцах. И именно в этой силе заключается их воздействие. Когда кто-то пытается бросить вызов Тхэкуку, они только разоблачают себя, потому что они не знают, с кем столкнулись и насколько серьезна их проблема. И словно этого мало, Джин также мстит Тэкукеру. Эта деталь еще больше подогревает волнение среди тех из нас, кто внимательно следит за каждым его шагом, ведь мы все знаем, что произойдет дальше. Дзикукеры тут же начинают фабриковать слухи, искажать факты и искать оправдания, чтобы не принимать правду. Некоторые скажут, что Джин не знает, что отвечает, другие даже скажут, что Тэхён использует его аккаунт. Теорий множество, но в конечном счете все они проваливаются. Потому что, несмотря на попытки сбить их с толку, мы снова и снова видим Тэхёна и Чангука вместе, непоколебимых и влюбленных. Эта любовь, которую больше невозможно скрыть, становится все очевиднее с каждым днем.
Каждый взгляд, каждый жест и каждое совпадение укрепляют веру в то, что их отношения развиваются и становятся все более реальными. Разве невозможно отрицать нечто настолько искреннее? Мы знаем, что подобное поведение бесит ненавистников Текука, но в конечном счете, независимо от того, насколько они злы или сколько теорий они создают, правда всегда сияет ярче. Настоящее и будущее показывают нам, что Тэхён и Чингук продолжат идти рука об руку, уча нас тому, что их любовь превосходит слухи и беспочвенные споры. Мы видим это, чувствуем это и празднуем это. Каждый шаг, который они делают вместе, подтверждает, что это не просто мимолетная связь, это крепкая связь, которая навсегда. И хотя некоторым может быть трудно это принять, правда в том, что это мир Тэхёна, и мы все в нем живем. Одна из самых сильных сторон отношений Тэхёна и Чингука – это их общение без слов, это не просто взгляд или поверхностный жест, это безмолвная связь, которая, кажется, говорит громче слов. Когда они вместе, язык их тела становится невидимым мостом, соединяющим их чувства, и это понимание друг друга кажется настолько естественным, что, несмотря на тысячи глаз, наблюдающих за ними, они чувствуют себя в своем собственном пространстве, где существуют только они вдвоем. Разве не удивительно, как в мире, полном отвлекающих факторов, им удается создать оболочку, где им нужен только друг друг для самовыражения? Некоторые считают, что все происходящее между ними – часть фан-сервиса или тщательно поставленного спектакля перед камерами. Однако те, кто внимательно наблюдает, могут отличить постановку от искренности. Фан-сервис обычно является мимолетным актом, призванным развлечь, но то, что происходит между Тэхёном и Чингуком, выходит за рамки притворства. Их взгляды задерживаются на секунду дольше, чем ожидалось, их жесты не кажутся наигранными, а в их маленьких прикосновениях есть та естественность, которую невозможно подделать. Могло бы многолетнее выступление сохраняться с таким постоянством, если бы за ним не стояло что-то еще. Конкретный пример этой связи отражается в общении Тэхёна на Уиверс. Однажды он был очень активен, любезно отвечая на различные комментарии, но что действительно удивительно, так это то, что он снова решил ответить Тэхёном напрямую. Эта деталь, которая может показаться кому-то незначительной, имела огромное значение для тех, кто внимательно следил за их историей. Совпадение ли это? Абсолютно нет. Напротив, это был жест, который в очередной раз подтвердил существование особой связи, которую невозможно скрыть. Каждый ответ Тэхёна этой части фандома ощущался как знак признания, напоминание о том, что в том, как он и Чингук представили себя миру, было что-то настоящее. Каждый раз, когда происходило что-то подобное, реакция была не просто мимолетным энтузиазмом, это было коллективное подтверждение того, что всегда было. Тэхён и Чингук излучали непоколебимую привязанность, соучастие, которое выходило за рамки сцены. Зрители не просто чувствовали это, они переживали это как уверенность, обновляющуюся с каждым жестом. Самое захватывающее в этой связи не отдельные жесты, а целое. На первый взгляд эти моменты могут показаться спонтанными, почти тривиальными, но при ближайшем рассмотрении обнаруживается невидимая структура, эмоциональная рутина, которая повторяется снова и снова. Тегуки знают это не совпадение, это интимные привычки, которые сигнализируют о близости. Чингук наклоняется к Тэхёну, как будто это естественно. Тэхён ищет взглядом Чингука в толпе, эти двое находят способы сблизиться, даже когда ситуация того не требует. Это небольшие повторения, которые складываются в узор, безмолвная хореография, известная только им. Именно эта последовательность делает их отношения чем-то большим, чем просто игрой, это нечто глубокое и настоящее. Потому что то, что рождается из привычки и естественности, трудно подделать. В конечном счете, этот видеоблог – не просто запись двух людей, занимающихся вместе спортом, это отражение любви, которая растет без слов. Никакого сценария, никакого режиссера, никакой съемочной группы, которая бы управляла происходящим, мы становимся свидетелями чистой близости, взглядов, которые задерживаются дольше, чем следовало бы, прикосновений, которые возникают так естественно, и маленьких привычек, которые, складываясь в узор любви, невозможно подделать. И, возможно, это величайшее чудо Текука, их любовь превосходит слухи, споры и даже время. Потому что в конце концов любой, кто посмотрит их,
точно знает одно – это не просто мимолетное мгновение, а связь, которой суждено быть вечной.